Всем привет! В этом ролике вяжем интересный топ. Вяжется очень просто. После ВТО добавляется украшение, которое придает топу оригинальности. Я буду вязать на размер 42-44. Расскажу, как вязать и на больший размер. Вязать будем из красивой пряжи Rossetti Lumen. Натуральная пряжа. В составе 79% хлопка и 21% вискозы. Мой цвет 121,07, красивый яркий синий, мотки на 50 грамм 123 метра. Рекомендуется спица номер 4, и мы будем вязать на спицах номер 4. Пряжа тактильно нежная, приятная. Пряжа шнуркового типа. Секции хлопка сменяются секциями вискозы. Отличная пряжа для летних изделий, как взрослых, так и детских. Расход на мой размер 4 мотка. Начинаем вязание с образца. Стираем, сушим и считаем плотность. Начинаем вязание снизу, вяжем по кругу. Обычным способом набираем нужное количество петель. Для этого обхват груди у меня 90 сантиметров. Умножаем на нашу плотность. У меня в 1 сантиметре 2 петли. Мне надо набрать 180 петель. Количество петель должно быть четным. Пряжа после ВТО дает небольшую усадку, поэтому обязательно вяжем, стираем, сушим образец и считаем плотность. Набрали нужное количество петель, плюс 1 петлю набираем для замыкания вязания в круг. Соединяем вязание, следим за тем, чтобы коса наборного ряда вся смотрела в центр круга и нигде не перекручивалась. Снимаем петлю с левой спицы, накидываем на нее петлю с правой спицы, затягиваем нашу соединительную петлю и возвращаем ее на левую спицу. Повесим маркер начала ряда и все петли будем вязать лицевыми по кругу. Только первую петлю, только один раз провязываем за заднюю стенку, она у нас соединительная и лежит по-другому. Далее все петли всегда вяжем за передние стенки. В каждом ряду вяжем петли лицевыми. Нам надо провязать высоту до пройм. Я буду вязать 35 сантиметров. В 1 сантиметре у меня 3 ряда. 35 умножаем на 3, получаем 105 рядов. Вяжем по кругу лицевыми. После того, как провязали нужную длину до пройм, делим петли пополам на перед и спинку. У меня по 90 петель. Сейчас будем работать только с петлями спинки. Сформируем подрезы. Будем закрывать петли в начале ряда. 2 раза закроем по 2 петли и 2 раза по 1 петле. Провязали первую петлю, вторую петлю, накинули предыдущую, закрыли 1 петлю, провязываем следующую петлю, накидываем предыдущую, закрыли 2 петли. Довязываем петли спинки до маркера. Довязали ряд, разворачиваемся, первую петлю снимаем, провязываем вторую петлю изнаночной, накидываем предыдущую, закрыли первую петлю и вторую. Довязываем петли спинки изнаночными, вяжем до наших закрытых петель. Здесь мы не довязываем 1 петлю. На этом этапе разворачиваемся. Переснимаем петлю с левой спицы, накидываем на нее предыдущую, закрыли первую петлю нового ряда, провязываем следующую, закрыли вторую. Такая манипуляция необходима для того, чтобы наши подрезы шли плавной линией, без ступенек. Провязываем петли спинки лицевыми и точно так же не довязываем 1 петлю. На этом этапе разворачиваемся, снимаем петлю с левой спицы, накидываем предыдущую, закрыли первую петлю нового ряда и вторую. Вяжем петли спинки изнаночными, точно так же не довязывая 1 петлю. Здесь мы разворачиваемся, петлю переснимаем, накидываем предыдущую, закрыли 1 петлю и больше мы здесь петли не закрываем. То есть 2 раза нам надо закрыть по 2 петли и 2 раза по 1 петле. Довязываем петли спинки. Не довязали 1 петлю, разворачиваемся, переснимаем петлю, накидываем предыдущую, закрыли 1 петлю с изнаночной стороны, вяжем изнаночный ряд изнаночными петлями. Вновь не довязали 1 петлю, разворачиваемся. Последний раз закрываем 1 петлю с лицевой стороны и 1 петлю закроем с изнаночной стороны. Для больших размеров 50+, закрывайте 3 раза по 2 петли и 3 раза по 1 петле. После того, как закрыли последнюю петлю подреза с изнаночной стороны, провязываем ряд до конца изнаночными. Последнюю петлю тоже провязываем. Сформировали плавную половинку подреза с одной стороны и с другой стороны. Далее будем вязать петли спинки поворотными рядами без убавок.
на нужную нам высоту. Измеряем высоту от подмышечных впадин до плеча. Добавляем несколько сантиметров на свободу облегания. Мне надо провязать 20 сантиметров. По моей плотности в 1 сантиметре 3 ряда. Это 60 рядов. Я буду вязать 60 рядов в высоту лицевой гладью. В лицевых рядах лицевые, в изнаночных изнаночные. Петли переда для удобства можно перенести на дополнительную нить при помощи иглы. Нить завязываем, чтобы петли никуда не убежали. И продолжаем работу только с петлями спинки. Вяжем нужную нам высоту пройм. Я провязала 60 рядов спинки. Далее по прямой нам надо закрыть все петли. Закрываем обычным способом. Провязываем петлю лицевой, накидываем предыдущую. Туго петли не затягивайте, чтобы полотно не стянулось. Закрыли петли спинки. Возвращаемся к петлям переда. Переносим их с дополнительной нити на рабочие спицы. Нити разрезаем, вытягиваем. Спереди нам надо сформировать точно такие же половинки подрезов, как мы делали на спинке, закрывая петли в начале и в конце ряда. Здесь точно так же я закрою 2 петли 2 раза и 2 раза по 1 петле. После того, как сформировали подрезы, нам надо провязать в высоту 4 ряда лицевой гладью, в лицевых рядах лицевые, в изнаночных изнаночные. Для больших размеров провяжите 6-8 рядов. В начале ряда и в конце ряда выделяем 5 сантиметров для лямок. 5 сантиметров по моей плотности это 10 петель плюс 2 кромочные. 12 петель выделяю с одной стороны и с другой. Сейчас в начале ряда провязываем 12 петель первой лямки. Далее петли внутри маркеров нам надо закрыть. Закрываем петли обычным способом, провязывая петлю и накидывая предыдущую. Дошли до маркера. Маркер убираем и вот эту оставшуюся петлю тоже закрываем. У нас останется 12 петель на одну лямку и 12 петель на вторую. Далее будем работать только с петлями данной лямки. Вяжем поворотными рядами. В лицевых рядах лицевые, в изнаночных изнаночные. Вяжем на нужную длину. На спинке мы провязывали 20 сантиметров после формирования подрезов. Это 60 рядов. Общая длина передней части должна быть короче для лучшей посадки. Здесь я провяжу на 5 сантиметров общей длины меньше. То есть 15 сантиметров по моей плотности это 45 рядов после формирования подрезов. 4 ряда мы провязали по прямой после формирования подрезов. Плюс 5 ряд мы провязали, когда закрывали центральные петли выреза. Мне осталось провязать еще 40 рядов лямки. Вяжем на нужную нам длину лицевой гладью. Я провязала 40 рядов. После ВТО здесь все разгладится. Закрываем петли, провязываем петлю, накидываем предыдущую. Конец нити в конце оставьте подлиннее для сшивания. Переходим к первой лямке. Здесь мы провязывали лицевой ряд, когда закрывали центральные петли выреза, поэтому подводим нить с изнаночной стороны. Чтобы здесь в начале закрытия петель у нас было все красиво, не было такого большого расстояния, делаем следующую манипуляцию. С лицевой стороны подхватываем левую стенку первой петли закрытия, накидываем на левую спицу и провязываем первые 2 петли вместе изнаночной. Довязываем петли лямки изнаночными до конца ряда. И вяжем лицевой гладью на высоту 40 рядов. В лицевых рядах лицевые, в изнаночных изнаночные. И далее закрываем петли обычным способом. На следующем этапе пришиваем петли лямки к петлям спинки. Пришиваем по лицевой глади справа налево, вставляем нить в иглу широким ушком. Первый стежок соединительный. Вводим в крайнюю кромочную противоположной детали. Далее будем подхватывать 2 стенки петли ближайшей кромочной на одной детали и на второй. На одной детали и на второй. Пришиваем таким образом 2 лямки. Далее отправляем топ на ВТО. Я стирала в машинке на режиме ручной стирки. Сушим на горизонтальной поверхности, расправив все детали. Следующий этап — украшение нашего топа. С одной стороны я уже сформировала шнуровку,
покажу на второй стороне, как мы это делаем. На вырезе будем вводить иглу в каждую петлю, в одну вводим, в другую выводим. На лямке будем пропускать один ряд. Оставляем длинный конец нити, вводим иглу с изнаночной стороны на лицо. Протаскиваем нашу длинную нить. Один ряд пропускаем на лямке, вводим иглу в следующий ряд и сразу же выводим ее через один ряд. Протаскиваем нить. Вводим иглу в следующую петлю на вырезе и сразу же выводим в следующей петле. Протягиваем нить. Нить должна находиться в постоянном натяжении, но не стягивать полотно. Пропускаем один ряд, вводим иглу в следующий ряд, пропускаем один ряд, выводим через ряд. На вырезе вводим иглу в следующую петлю, выводим в следующей петле. Продолжаем таким образом формировать шнуровку, пока не дойдем до плечевого шва. И постоянно следим за натяжением нити. В конце прячем хвостики. Наш топ готов. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.